Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Вот, российский военный эксперт Игорь Караченко сделал много заявлений. Сейчас ознакомлю, что он здесь заявил. Последние заявления Пашиняна абсолютно неадекватны. Вот видите на фотографии Игорь Караченко, вот он что заявил. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства сделал эту серию заявлений. И теперь эти все договоренности, которые были достигнуты, он, считаете, перечеркнул, которые были за 2 года с Ильхамом Алиевым. Ну, были договоры, все подписано. Никол Пашинян заявил о необходимости создания демилитаризованной зоны в Азербайджанском Карабахе. О том, что в Карабахе типа нет армянской армии, он заявил. Касаясь российского миротворческого контингента, он сказал, что российские миротворцы контингент размещен на неопределенный срок, хотя в документах этот срок четко указан. Армянский премьер фактически выразил недовольство, что Азербайджан считает жителей Карабаха своими гражданами и поэтому гарантирует их права и безопасность. Также Пашинян заявил, что якобы Баку отказался от предложения Армении по разблокированию коммуникаций, соединяющих Азербайджан с Нахичеваном. Так, и вот еще дальше, что Игорь Караченко заявил. Неоднозначное выступление Никола Пашиняна, типа, понял, что у армянского лидера существует комплекс поражений. Этот комплекс особенно обострился на фоне блестящей стратегической речи, с которой выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Шуше 8 ноября. Разумеется, Ильхам Алиев выглядел как триумфатор, победитель. А выступление Никола Пашиняна – это рефлексия в чистом виде. И, как я уже сказал, проявление комплекса поражения армянского премьера и как политика, и как государственного деятеля. Теперь по существу его заявления, они абсолютно неадекватны, не основаны на существующих реалиях. Карабах – это Азербайджан. Так что какие-либо инициативы Пашиняна в связи с этим просто бессмысленны. И это вмешательство в внутренние дела Азербайджана. Поэтому должна быть соответствующая дипломатическая реакция со стороны официального Баку. О какой демилитаризации Карабаха говорит премьер-министр Армении? Вопросительный знак. Демилитаризация может быть только одна – вывод всех армянских незаконных вооруженных формирований и кадровых военнослужащих армянской армии, которые находятся на суверенной территории Азербайджанской республики. Вот такое заявление сделал Игорь Караченко. Ну что, Пашинян стал неадекват, уже все заметили в последнее время. И вот он обвинил Ильхама Алиева о грубом нарушении Сочинского соглашения. Вот была встреча Ильхама Алиева с Пашиняном. И вот что здесь было заявлено. Ильхам Алиев сам нарушил сочинские договоренности, заявил Никол Пашинян. Так. В своем последнем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев грубо нарушил сочинские договоренности о воздержании от угрозы силы или ее применения. Как ни странно, он обвиняет Армению в нарушении взаимного согласованных заявлений. Об этом заявил Никол Пашинян. И вот его здесь, как сказать, этот пост, где он написал. В общем, все сейчас, я считаю, очень... как сказать, нарушились или разрушились отношения между Азербайджаном и Арменией. Уже 2 года, правильно заметил Игорь Караченко, что уже Пашинян стал неадекват, все в штыки встречает, все заявления Ильхама Алиева, как бы уже стали они врагами, я вижу по ситуации. А вчера я выпустил ролик, где Пашинян предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха и на участках границы. Так, сейчас где-то карта. В общем, Пашинян предложил здесь сделать демилитаризованную зону и здесь, по всей линии границы. Ну, это Азербайджану никак не нужно, особенно здесь. Карабах – территория Азербайджана, зачем ему территория Азербайджана огораживать какой-то колючей проволокой и строить там заборы? Я не понимаю вот этого. И вот там комментарии как раз азербайджанцы оставили, мне понравились. Пашинян допрыгается, что Алиев соберет всех армян в одну клетку и отведет окружит их колючей проволокой. В общем, между прочим, Алиев при всех заявил, что у него
типа, и у азербайджанцев уже терпение лопнуло. И железный кулак, типа, сейчас может ударить по голове армянам. Так, и правильно, вот еще комментарий. Эта причина в том, как называемый железный кулак до конца не сделал свою работу. Типа, вот надо было правильно железным кулаком все это до конца наладить, там всю эту линию демаркации, демилитации, Карабах, типа, взять под контроль и все. И не было бы сейчас проблем, головной боли. А Пашинян, да, играет несознанку, неадекватность. Я заметил, что полностью что-то он там начал мутить воду. Ну, сейчас я следующий ролик выпущу поподробнее, о чем он там еще заявил. Еще Игорь Караченко сделал заявление там как раз по этой теме. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.